Друзья, всем привет! Сегодня буду собирать модель самолета Ан-8 и красить его очень необычными способами. Сборку начну с единственной детали интерьера — кабины. Сначала приклеиваю сиденье, дальше идет штурвал. После места пилотов устанавливаю в кабину и приклеиваю перегородку с дверью, а еще собираю шасси. Дальше двигатели, от них здесь только корпус, вот так выглядит винт, накидываю на него кок. Корпус состоит из двух половинок, соединяю и склеиваю. Все мелкие детали собрал, и можно приступать к фюзеляжу. Отделяю его от литника, и мне понадобится прозрачный пластик. Нарезаю его на небольшие полоски, несколько штук. Намазываю суперклей вокруг иллюминаторов, тщательно прохожу везде, убираю защитную пленку с пластика и вклеиваю его. Прижимаю, чтобы он хорошенько приклеился, дальше беру моделирующий прозрачный гель и вокруг пластика прохожусь, чтобы загерметизировать. Дальше увидите, зачем это необходимо. Пока что оно выглядит не очень, но это все ради красоты. Собираю крылья, они просто из двух половинок состоят. Вот. Грунтую кабину из баллона в белый цвет. Теперь она готова к покраске. И все ее основные части крашу в зеленый интерьерный цвет. Дальше беру пастельный синий и крашу им сиденье. Аккуратненько. Также покрасил изнутри, и можно приступить к стыковке нестыкуемого фюзеляжа. Склеивать корпус буду с сегментами и начну с хвоста. Очень обильно намазываю его клеем и соединяю. Зажимаю столькими прищепками, сколько уместится. Устанавливаю кабину на свое место и проклеиваю изнутри, приклеивая только к одной половине фюзеляжа. Корпус очень сильно выгнут и выплевывает детали, поэтому пришлось все это фрагментами, сегментами склеивать, выжидать много времени, прижимать, чтобы в итоге получилось вот это. С помощью тонкого шила прохожусь аккуратно по уже имеющимся линиям расшивки для того, чтобы их углубить, чтобы в последующем при нанесении смывки все хорошенько выделилось. Дальше склеиваю оставшиеся детали, двигатель и стекляшки тоже вклеиваю на свое место. Чтобы все это довести до ума, понадобится много шпаклевки, наношу ее ножом, даже руками и в некоторых местах прям шпателем. Вот такое безобразие получается. Дальше беру пилку и, смочив ее водой, чтобы не пылить, начинаю пилить. Этот этап занял у меня 2 дня. Для начала я все сточил грубо и потом прошелся шпаклевкой второй раз, чтобы сделать все идеальным. А расшивку обрабатываю, просто проливая клеем. Последний этап сборки, теперь можно установить киль и крылья на свои места. Подложил под них банки, чтобы они не провисли и склеились вот так ровно. Затемнение. В наборе была декаль остекления, мне понадобится бумага для выпечки и малярная лента, которую я наклеиваю на эту бумагу. Дальше перевожу декаль и приклеиваю к малярной ленте. После того, как декали приклеились, сверху наклеил еще скотч и начинаю вырезать по одному прямоугольнику, друг за другом. Скотч отделяю от бумаги и наклеиваю его на панели остекления. И так каждый прямоугольник, пока не заклею все. Грунтовать буду также из баллона. Грунт на модель наношу короткими пшиками, стараясь избегать излишек. Здесь лучше не докрасить, чем перекрасить. Вот такой белоснежный самолет получается, но это ненадолго. Этот самолет будет заброшенным на диораме в лесах Ленинградской области. Основные оттенки будут холодные серые. Для начала беру авиационный синий и очень тонким слоем покрываю им весь самолет. Не пытаюсь прокрасить тщательно, а просто накидываю первый слой. Смывкой темно-серого цвета покрываю всю расшивку самолета, чтобы при нанесении эффектов старины на него мне было гораздо проще ориентироваться на поверхности. Разбавителем после высыхания смывки убираю излишки. Тоже не особо аккуратно, можно сказать, что это просто набросок, эскиз.
А вот теперь сам рисунок. Инструменты разные, необычные, для того, чтобы при нанесении краски отличалась фактура. Самолет еще чистый, и его только забросили, цвет светлой грязи, он начинает потихоньку сдаваться погодным условиям. Немного белого цвета в виде брызгов для того, чтобы создать контраст и подчеркнуть металлическую холодность. Малярную ленту наклеиваю вокруг отдельных элементов обшивки самолета, буду их выделять. С помощью губки наношу темно-серый цвет тычковыми движениями на одну половину элемента. Таким же образом, разными инструментами разные оттенки на разные плиты. Для того, чтобы показать, что корпус это не монолитная деталь, а состоит из множества элементов обшивки. Теперь перевожу декали уже на сам самолет. Бортовой номер 15 и звезды на крылья и киль с рулем. Эта специальная жидкость называется адаптер для декали. Наношу его толстым слоем, декаль размягчается и лучше ложится во все углубления. После того, как декали высохли, начинаю их стирать шкуркой, чтобы они были в тон с корпусом. А вот эта акриловая грязь и зелень понадобится мне для нижней части корпуса, которую я для начала смачиваю водой, потом жесткой кистью разбрызгиваю грязь по поверхности, а зелень наношу мягкой пушистой кистью. Наклеив малярную ленту, крашу нос в черный цвет. К этому моменту после грунтовки прошло уже дней 5, и только сейчас я убираю все маски. Винт крашу в темно-синий, потом губкой наношу на него типа немного сколов, чтобы просто разнообразить цвет. Смывкой черного цвета наношу финишный слой смывки для того, чтобы хорошенько выделить расшивку. Прям вот так, с горкой, чтобы все было очень контрастно. Дальше разбавитель и вытираю все излишки. Устанавливаю заранее окрашенное шасси на свои места, диск в цвет корпуса и резина в цвет резины. Хвост перевешивает нос. Этот момент я упустил при сборке. В шприц набираю жидко разбавленный гипс, вставляю его в отверстие для крепления шасси и делаю гипсовую инъекцию. Пару шприцов, и пациент встал на ноги. Теперь ставлю самолет в такое положение. Густую эпоксидную смолу очень насыщенно крашу в черный цвет, чтобы она была прям почти непрозрачная. Дальше добавляю отвердитель и все хорошенько перемешиваю. И с помощью кисти заполняю ей иллюминаторы. Остекление, которое было в наборе, аккуратно поставить невозможно, а так все будет красиво. Масляными красками на всей верхней части самолета делаю не очень часто точки. С помощью разбавителя, после того, как они немного подсохли, начинаю растушевывать и превращать в полуразмытые такие полосы. К взлету готов. По-моему, все удалось. Это первая сборка авиации на канале и далеко не последняя. Если вы хотите поддержать канал материально, сейчас прям самое время для этого. Все будет в описании. Обязательно пишите комментарии, я все прям читаю. Подписывайтесь, смотрите другие ролики и до скорых встреч. И, конечно же, всем мира. Упал.